Всем панкейк! Наверное, каждый из нас, у кого есть кот или кошка, хочет научиться понимать его. Периодически питомец дает нам знаки. Возможно, он хочет поесть, возможно, хочет ласки, или у него что-то болит, и его стоит показать врачу. И именно сейчас мы расскажем вам, как научиться понимать своего любимца. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А также не забудьте написать комментарий. Нам было бы очень интересно узнать, понимаете ли вы свою кошку. Каким образом кошка может с нами говорить? Кошка – одно из самых эмоциональных животных. Она может передавать свои чувства несколькими способами: трением, движением хвоста, взглядом, при помощи языка и зубов, вылизыванием, облизыванием хозяина, легким прикусом или кусанием, позой, движениями телом, ушами, лапами, звуковыми сигналами, мурлыканьем, криками, мяуканьем, шипением. Этими нехитрыми действиями кошки выражают основные эмоции и чувства: любовь, желание общения, жажду, голод, любопытство, раздражение, злость, желание побыть в одиночестве или просьбу о чем-либо. Для комфортного общения с животным нужно научиться понимать, что в данный момент хочет сказать кошка. Поэтому жестам и мимике в общении с питомцем нужно уделять пристальное внимание. Что на кошачьем языке означает трение об хозяев? Какими бы умными ни были кошки, ими руководят инстинкты. Запахи для нашей любимицы являются основным источником информации. С их помощью кошки общаются с хозяином и собирают информацию для коммуникации с другими сородичами. Для устранения в доме посторонних ароматов животное помечает границы территории своим амбре. Так как хозяин, по мнению кошки, является неприкосновенной собственностью, животное метит его при помощи сальных желез, находящихся на морде, лапах и у основания хвоста. Эти железы выделяют особые феромоны, которые человек не улавливает. Для того, чтобы пометить хозяина, кошка пользуется особым ритуалом: тычется мордой после долгой разлуки, крутится вокруг ног, максимально прижимаясь к ним, обнюхивает, при этом касаясь языком и губами кожи владельца. Кошка трется об хозяина, чтобы пометить его своим запахом. У кошки есть еще несколько причин, чтобы пометить своего владельца. Таким образом, она здоровается, требует еды или просто просит ласки. Наличие кошачьих феромонов по всему дому – это своеобразная прописка и охранная сигнализация для питомца. Некоторые питомцы никогда не трутся об ноги своих хозяев. Причина в том, что животное не доверяет владельцу. Особой метки удостаиваются только те, кто не представляет опасности и является частью мира кошки. Что нам может сказать кошачий хвост? По положению хвоста легко определить настроение кошки. Верный признак счастливого усатого – вертикально поднятый хвост. Он означает полное доверие хозяину и ожидание ласки и общения. Вероятно, отсюда произошла фраза «держи хвост пистолетом», обозначающая бодрость духа в любой ситуации. Именно хвост у животных служит явным признаком выражения эмоций. У кошек, чувствующих себя уверенно на своей территории, хвост торчит словно ствол пистолета в полной боевой готовности. Особенно подвижным хвост у пушистой питомицы становится при общении с человеком или другим животным. В этот момент присутствует целый спектр движений. Хвост поднятый вверх, с завитком на конце – наслаждение жизнью. Возможно, кошка показывает, что она полноправная хозяйка на своей территории. Кошка счастлива. Случайные подергивания хвостом, возбуждение или стресс. Возможно, кошку следует показать специалисту. Шерсть на хвосте топорщится, напряженность и боязнь. Распушив хвост, кошка показывает врагу, что она больше своих реальных размеров. Шерсть на хвосте торчит в разные стороны, кошка сильно возбуждена и боится. А если слегка вибрирующий хвост – радость от встречи с хозяевами. Также это может означать, что кошка ждет угощения. Хвост торчит трубой, а кошка припала на передние лапы – защитная агрессия. Следует успокоить животное, приласкать и погладить. Если кошка подняла хвост вверх, припала на передние лапы и выгнула спину – это признак агрессивной самообороны. Иногда кошка держит прямой хвост под углом 45 градусов, когда она в растерянности. Если кошка держит хвост прямым, но не вертикально, это означает агрессию и испуг. Опущенный или зажатый между задних лап хвост – настороженность или вина. Кроме того, это признак подчинения. Когда кошка опускает хвост к низу, она чувствует дискомфорт или вину. Нервное размахивание хвостом из стороны в сторону – злость и агрессия. Иногда это признак готовности к игре. Конечно, все пушистые
пушистые питомцы индивидуальны. Стоит внимательно понаблюдать за животным. Может быть, в некоторых случаях кошки реагируют на разные ситуации иначе. Владельцам бесхвостых пород сложнее угадать настроение пушистого друга, но это не критично. Есть еще немало способов сделать это. Как понять кошку по глазам? Кошки, как и люди, жмурятся от наслаждения. Иногда по глазам животного можно легко угадать, что у него на уме. Расширенные зрачки, кошка испытывает сильные чувства. Это могут быть волнение, страх, радость или агрессия. Когда питомец первый раз попадает в жилье, он тоже расширяет зрачки. Ему нужно время, чтобы освоиться на новом месте. Расширенные зрачки у кошки указывают на то, что животное испытывает сильные чувства. Прямой взгляд – животному комфортно рядом с хозяином, а также это знак доверия к человеку. Легкий прищур и медленное моргание – признак того, что кошке хорошо, комфортно и спокойно. Часто полудрема сопровождается мурлыканьем. Легкий прищур и медленное моргание означают, что кошка находится в полном комфорте. Глаза кошки несут много информации, но не стоит акцентировать внимание только на магическом взгляде животного. У него в запасе еще целый арсенал возможностей, чтобы донести нужную информацию. Прижатые уши у кошки – это не только проявление страха. Кошка может поворачивать уши на 180 градусов, причем она способна ими двигать независимо друг от друга. Кошачьи уши могут выдавать истинное настроение питомца. Уши, поднятые вертикально, указывают на то, что кошка чем-то сильно заинтересована. Прижатые ушки и выставленные вперед вибрисы означают испуг и дискомфорт. Если кошка прижала уши к голове, значит она сильно напугана. Уши, прижатые и повернутые назад, говорят о готовности питомца вступить в бой. Уши торчком и повернуты назад – крайнее возмущение или удивление кошки. Уши кошки, стоящие торчком и повернутые назад, означают удивление или возмущение. Как определить настроение кошки по ее усам? Определить настроение кошки можно и по ее усам. Усы, направленные вниз – печаль, грусть или боль. Усы, направленные вперед – готовность к охоте, любопытство. Топорщащиеся усы – испуг, тревога. Усы, свободно распущенные по бокам – кошка в состоянии покоя. Если кошка в ярости, ее усы топорщатся в разные стороны. У питомца, который испытывает любопытство, усы торчат вперед. А еще усатые питомцы могут использовать для общения с хозяином свои лапки. Если кошка трогает вас лапкой, значит хочет о чем-то попросить. Иногда для привлечения внимания кошачье прикосновение сопровождается коротким мурчанием. Убедившись, что ее заметили, она может пойти вперед, ведя хозяина за собой. Когда кошка легонько трогает владельца мягкой лапой за лицо, она ждет ласки. Если животное топчет хозяина лапами, она выражает ему крайнее доверие, а заодно и метит своим запахом. Если обнимает лапой руку хозяина, значит безоговорочно доверяет или хочет поиграть. А теперь поговорим о кошачьих позах. Чтобы дать понять окружающим, что именно в данный момент хочет кошка, ей приходится задействовать все части тела. Если кошка топчется на месте, она выражает восторг и любовь. Легкое бодание головой – признак искренней привязанности. Спокойно сидящий на месте кот, обмотавшийся хвостом – процесс наблюдения за своей территорией. Демонстрация живота и зада – высшая степень доверия. Животные, что с них взять? Кошка, засовывающая свою морду под руку или под мышку хозяину – признак беспокойства и просьба защитить. Если кошка выгибает спину, она готовится к сражению. Когда кошка поворачивается к хозяину задом и поднимает вертикально хвост, она признает первенство человека. Животное, которое трется обо что-то усами – проявление любопытства. Если кот лижет хозяина или жует его волосы, значит проявляет заботу. Легкое покусывание руки владельца – просьба оставить животное в покое. Выгнутая спина и вздыбившаяся шерсть – явный признак боевого настроя питомца. Поднятая вверх лапа с выпущенными когтями – выражение недовольства и агрессии. Попытка обнять и облизать – безусловная любовь. Что означает вылизывание шерсти? Кошка – очень чистоплотное животное, это всем известный факт. Она намывает свою шерстку по несколько раз в день, но не только в целях гигиены. Усатый питомец возвращает свой запах. Вылизывая себя, кошка успокаивается и снимает стресс. Если мурка слишком часто занимается чисткой шкурки, значит она чем-то расстроена и смущена. Чаще всего кошка начинает наводить марафет после того, как ее наказали за совершенную каверзу. Таким способом кошка показывает, что она виновата или обижена. Если кошка бежала на зов, но резко остановилась и стала вылизываться, значит она придумала новую проказу. Иногда кошка часто умывается из-за того, что ей скучно и не хватает общения. Знаете ли вы, что если кошка мурлычет, это еще не означает, что она всем довольна?
Что хочет сказать кошка нежным мурлыканьем? Среди владельцев пушистых любимцев распространен стереотип, что кошки мурлыкают от избытка чувств. Это не совсем так. Мурлыканьем кошки пользуются для разных целей. Для общения с котятами, когда испытывают комфорт и умиротворение, показывают, что им что-то нужно от хозяина, благодарят владельца за заботу, для собственного успокоения при стрессе. Кроме того, кошки могут издавать различные шипящие и фыркающие звуки. Шипением животное пытается напугать обидчика. Охотясь за птицами и мухами даже через окно, питомец издает клацающие звуки. Таким образом, подавая сигналы другим кошкам, предупреждая их, чтобы не спугнули добычу. Такой же звук используют кошки-матери, когда учат котят охотиться. Эти звуки заложены на генном уровне, поэтому кошка воспроизводит их машинально. Кошки – невероятно умные животные, способные легко обучаться. Проживая долгое время рядом с человеком, питомцы много переняли от него. Поэтому тембральный окрас голосовых сигналов, издаваемых животным, так схож с человеческим. Мяуканье может быть ласковым, вопросительным, требовательным, нежным, и интонация полностью соответствует цели. Поэтому хозяева могут на самом деле пообщаться со своим усатым питомцем, ответить на его вопрос или получить подтверждение. К тому же эти звери – настоящие манипуляторы. Они словно кодируют хозяев, заставляя выполнять свои капризы. Мяуканье кошки можно сравнить с плачем маленького ребенка. Зоопсихологи утверждают, что кошка делает это намеренно, чтобы добиться того, чего ей в данный момент хочется. Некоторые кошки мяукают даже по незначительному поводу. Самыми разговорчивыми породами считаются корниш-рексы и ориентальные короткошерстные кошки. Но пальма первенства по праву принадлежит самцам. Это настоящие коты-баюны, которые и сказку расскажут, и песенку споют. Хозяева кошачьих болтунов порой выполняют любые прихоти животного, лишь бы отдохнуть от постоянного мяуканья. Существует специальный словарь-переводчик кошачьего языка, который содержит около 3000 слов, а перевод основных звуков собран в специальную таблицу. Наверное, это и все. Конечно, вы должны понимать, что кошка, она как человек имеет свою индивидуальность, и со временем вы научитесь понимать тонкости в ее поведении. Кошки понимают более 500 человеческих слов, а иногда и короткие фразы, поэтому договориться со своим питомцем не так уж и сложно. Перевод нескольких популярных звуков мы оставим в описании под этим роликом. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки и писать комментарии, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Желаем вам панкейкного настроения. Всем мур-мур!